Испания и Канада рвут антимиграционные шаблоны. Такого не ожидал никто, особенно в ЕС и США. Говорят, что Испания легализует 500 тысяч мигрантов, а в Канаде якобы приняли безвиз для украинцев. Обо всем об этом подробно, как всегда, с пылу с жару. Подпишитесь. Итак, друзья, в Испании принято решение, которое уже сейчас вызывает широкий общественный резонанс и может существенно изменить миграционную ситуацию в стране. Совет министров Испании одобрил указ, направленный на легализацию мигрантов, уже находящихся на территории государства. И если этот процесс будет реализован в полном объеме, речь может идти о сотнях тысяч людей, которые долгие годы жили в правовой неопределенности. По словам официального представителя правительства Эльмы Сайнс, новый указ запускает так называемый внеочередной процесс легализации. Это означает, что государство фактически открывает дополнительное окно возможностей для тех, кто уже находится в Испании, но по разным причинам не имел официального статуса резидента. Важно понимать, что речь не идет о спонтанной амнистии. Власти вводят достаточно четкие критерии отбора. Одно из ключевых условий – непрерывное проживание в стране не менее 5 месяцев на момент подачи заявления. Также обязательным требованием является отсутствие судимости. А кроме того, заявитель не должен представлять угрозу общественной безопасности или порядку. И вот здесь начинается самый интересный момент. Фактически государство пытается разделить миграционный поток на две категории. Тех, кто уже интегрировался в общество, то есть работает, снимает жилье и платит за услуги, и тех, кто остается вне системы. Новый указ направлен именно на первую группу людей, которые уже стали частью повседневной жизни страны, но юридически остаются невидимыми. По предварительным оценкам, инициатива может затронуть около 500 тысяч человек. И это не просто статистика, это 500 000 реальных историй семей, работников, студентов и людей, которые уже давно участвуют в экономике страны, но не имеют полноценного правового статуса. Интересно, что подобные шаги в Европе всегда вызывают неоднозначные реакции. С одной стороны, это возможность снизить уровень нелегальной занятости, улучшить контроль и дать людям доступ к базовым правам. С другой, критики подобных мер часто говорят о возможной нагрузке на социальную систему и рынке труда. И сейчас главный вопрос заключается в том, как именно будет реализован этот указ. Сможет ли государственный аппарат справиться с потенциальным потоком заявлений? Не приведет ли это к бюрократическим задержкам? И главное, изменит ли это долгосрочную миграционную политику страны? Потому что если эксперимент окажется успешным, он может стать примером для других государств Европы. Если же возникнут сложности, это решение может стать предметом масштабных политических дискуссий уже на уровне всего Европейского Союза. Сейчас Испания фактически входит в новую фазу миграционной политики, и ближайшие месяцы покажут, станет ли этот шаг историческим прецедентом или останется лишь еще одной попыткой найти баланс между гуманностью и контролем. Теперь Канада. Вы наверняка видели информационные посты о безвизе Канады для украинцев, которые уже облетели все чаты и социальные сети. Заголовки кричат: «Канада отменяет визы для украинцев». В комментариях фейерверки, слезы радости и сотни вопросов о том, можно ли уже покупать билеты до Торонто. А кто-то уже даже начал собирать чемоданы. Но давайте на минутку выдохнем и снимем розовые очки. Сегодня мы проведем детальный разбор, что на самом деле произошло на съезде либеральной партии, почему этот документ пока нельзя предъявить пограничнику и каковы реальные шансы на то, что в 2026 году вы сможете влететь в Канаду просто по биометрическому паспорту. Обязательно досмотрите до конца, потому что сейчас мы разберем самые скрытые бюрократические ловушки, о которых молчат иммиграционные агенты, которые на вас же и зарабатывают. А потом: ой, а это не мы. Ой, а почему вы сами не перепроверили? Вы серьезно, ребята? Почему это важно всегда, а не только сейчас? Потому что в вопросах иммиграции цена ошибки — это не просто
потерянные деньги. Это депортация или запрет на въезд на долгие годы. Поэтому мы проанализируем политический расклад в Оттаве, вспомним судьбу программы CUAAT и попробуем заглянуть в закрытые кабинеты Министерства иммиграции. Сейчас я объясню вам разницу между партийным желанием и федеральным законом, которую многие путают, создавая опасную иллюзию. Итак, давайте препарировать эту новость. Источник – съезд Либеральной партии Канады. Это событие, где члены правящей партии собираются, чтобы обсудить идеологию и приоритеты. Одной из принятых резолюций стало предложение ввести безвизовый режим для граждан Украины. Звучит мощно, правда? Безусловно, это политический триумф украинской диаспоры и лоббистов, но здесь кроется первый юридический нюанс. Съезд партии – это не заседание парламента, это мозговой штурм единомышленников. В канадской политической системе путь от резолюции на съезде до штампа в вашем паспорте может занимать годы. Резолюция – это рекомендация правительству, а не приказ. Сейчас этот документ лежит на столе у министра иммиграции как пожелание избирателей. Правительство Марка Карни может как взять его в работу, так и мягко положить под сукно, сославшись на соображения национальной безопасности или экономическую ситуацию. Поэтому, когда вы видите в пабликах заголовки «Безвиз принят», знайте, это полуправда, которая может дорого вам обойтись. Чтобы понять будущее, давайте вспомним 2022 и 2024 годы. Помните программу ЦОЭД? Это был уникальный для Канады эксперимент. Вместо того, чтобы отменить визы, они создали упрощенную визовую модель. Почему они не дали безвиз сразу? Ответ прост и суров. Безопасность. Канада – это страна, которая хочет знать имя, фамилию и бэкграунд каждого, кто пересекает ее границу. Визовый процесс позволяет проводить скрининг, то есть проверку на судимости, связи со спецслужбами и подлинности документов. Если Канада завтра объявит полный безвиз, система контроля в аэропортах просто захлебнется. В 2026 году, когда миграционные потоки в мире остаются нестабильными, канадское правительство боится потерять контроль над тем, кто именно въезжает в страну. И именно поэтому они предпочитают выдавать визы за $0 или электронное разрешение это, но не отказываться от проверок совсем. Если вы думаете, что безвиз это просто отсутствие наклейки в паспорте, вы ошибаетесь. Это колоссальная перестройка всей системы безопасности границ. И к этой перестройке Канада, судя по всему, пока не готова. Не забывайте также, что любая иммиграционная новость в Канаде, да и не только в Канаде, это всегда часть предвыборной гонки. Либералы сейчас находятся под серьезным давлением со стороны консервативной партии. Оппозиция постоянно критикует правительство за жилищный кризис и нехватку инфраструктуры. Как это связано с украинским безвизом? Да напрямую. Правительство Марка Карни должно показать, что они контролируют количество людей, прибывающих в страну. Голосование на съезде за безвиз – это попытка удержать голоса украинской диаспоры, которая в Канаде насчитывает почти 1,5 миллиона человек. Это огромная электоральная сила. Давая такое обещание, партия говорит: мы с вами, мы помним о вас. Но воплощение этого обещания в жизнь может затянуться до тех пор, пока либералы не почувствуют, что это принесет им реальные политические бонусы, а не новые обвинения от оппонентов в бесконтрольной миграции. Это игра на тонких струнах. И нам важно быть зрителями, которые понимают правила этой игры, а не просто массовкой. А теперь самая важная часть. Что делать вам, если вы ждете этот безвиз? Мой главный совет: не ждите. Если у вас есть возможность подаваться, например, на стандартную гостевую визу или продлевать текущее разрешение, делайте это сейчас. История иммиграции знает десятки примеров, когда почти принятые, в кавычках, почти принятые законы застревали в Сенате или министерских коридорах на десятилетия. В 2026 году у нас уже есть инструменты. Рабочие разрешения для украинцев были продлены. Программы воссоединения семей работают. Не совершайте ошибку тех, кто еще в 2024 году отложил подачу на ЦОЭД, думая, что завтра точно будет безвиз. И в итоге остался ни с чем, когда программу закрыли.
Канадская бюрократия – это медленная тяжелая машина. Она движется верно, но со скоростью ледника. Если инициатива со съезда либеральной партии превратится в реальный законопроект, об этом сначала объявят на официальном сайте Canada.ca, затем последует 3 чтения в парламенте и только потом королевская санкция. Этот процесс не происходит за одну неделю. Это месяцы, а иногда годы. Кстати, об опасностях. Как только такие новости проявляются в сети, активизируются так называемые черные юристы. Вы можете встретить объявление «Помогу оформить безвиз в Канаду» или «Регистрируем в очереди на новый безвизовый статус» и так далее. Запомните, безвиз — это когда вам не нужно ничего оформлять заранее, кроме, возможно, электронной анкеты «Это» за $7. И если кто-то просит у вас сотни долларов за ускорение принятия закона, это так, чтобы поржать, или внесение в списки безвизовых граждан, это мошенники 100%. Будьте критичны к источникам информации. Тот скриншот, о котором идет речь, опубликован агентством переводов. Это коммерческая организация. Им выгодно, чтобы вы интересовались темой, заходили на их сайт и в конечном итоге заказывали переводы документов. Они не врут, но они подают новость максимально эмоционально, чтобы вызвать вашу реакцию. Читайте первоисточники, смотрите официальные релизы Министерства иммиграции, беженцев и гражданства Канады. Только там находится истина, имеющая юридическую силу. Подведем итог. Стала ли Канада ближе к безвизу? Да, политический вектор задан. Можно ли завтра лететь без визы? Категорически нет. На сегодняшний день, то есть на апрель 2026 года, для въезда в Канаду украинцам все еще требуется действующая виза или специальное разрешение. Инициатива либеральной партии – это перспектива, но до нее еще нужно дойти. И мы будем продолжать следить за этой темой. Если завтра в парламенте Канады пройдет первое чтение этого законопроекта, вы узнаете об этом первыми на нашем канале. Мы разберем каждое слово в новом законе, чтобы вы точно знали свои права. Поэтому, если вы еще не подписаны, сейчас самое время это исправить. Также классните на колокольчик, чтобы не пропускать экстренные выпуски, когда новости станут по-настоящему официальными. И как вы думаете, решится ли Марк Карни на полную отмену виз до следующих федеральных выборов? Или это останется просто красивым обещанием для привлечения голосов? Добро пожаловать в комментарии. Я читаю все и стараюсь отвечать на самые интересные и адекватные вопросы. Помните, информирован значит защищен. Не дайте эмоциям победить логику в вопросах вашего будущего. Подписывайтесь на канал и до встречи в новом видео. Всем добра, пока.